наконец-то я попал в место, где не только наливают, а еще покормят. Да. Сегодня я продолжаю посещение Шато Пино за обедом с Ярославом Гурским, шеф-поваром одноименного ресторана. Ярослав, спасибо большое. Не за что. Всегда приятно. Я так понимаю, что меня ждет сегодня что-то улиточное, необычное. Мы сегодня с вами попробуем 3 блюда из улиток, нашу классику улитки эскарго в 3 соусах. Попробуем улиточное ризотто, и на 3 будет самый такой эксклюзивный десерт на Черноморском побережье – это улиточное мороженое. Ну, вот эта тема, которую я пытаюсь рассказывать у себя на канале, да, что ризотто я, как, кстати говоря, делал и так далее, а есть вещи, которые сделать дома невозможно. За ними лучше идти в хороший специально обученный ресторан. И я так понимаю, что ваши улиточные вещи, они связаны с теми винами, которые мы тоже будем сегодня дегустировать, да, Да. Типа они сочетаются правильно. Да, иногда бывают такие перформансы, я сначала что-то придумаю, а потом мы уже подбираем вино. Когда мы создаем новые блюда, на презентацию всегда приглашаем сомелье. Перебью. Вот если бы вы сейчас сказали, что я что-то придумаю, а потом заставляю их под это сделать вино, это был бы высший пилотаж. Что мы первое? Первое, мы с вами будем 15? пробовать улитки эскарго в 3 соусах. И я думаю, что подойдет отлично пятнат. Натуральное абсолютно вино, натуральные газации, традиционный, так я понимаю, для местного региона способ приготовления вина, забытый, естественно, при коммунистах, да, но сейчас, слава богу, коммунистов с нами больше нет какое-то время уже, да, поэтому вина возрождаются. Пятнат из пино-нуара, я так понимаю, да? Да. И пино-нуар – это основной сорт, который традиционно выращивался здесь. Это действительно интересно и очень необычно. Мне не терпится. Да. Нос очень приятный, немножко такой, я бы не сказал, что спиртуозный, но газированный, скажем так, да, по вкусу. Очень приятная кислотность. Есть вот эти нотки, которые, на мой взгляд, дает пино-нуар. Самое главное, что это наш локальный местный продукт. Это, на мой взгляд, очень важно, потому что мы все знаем там, Европу, все эти сумасшедшие винодельни, которые с богатой историей, многовековой. Но это все, конечно, очень замечательно. Но мы здесь, на юге, создаем, я думаю, что такую же историю, такие же вина. И я думаю, что они в скором времени абсолютно ничем не уступать будут тем винодельням, которые с вековой историей. Да. Если честно, я обожаю улитки. Я, когда можно было ездить во Францию и так далее, у меня был любимый сет. Я приезжал, ел устрицы, ел улитки, луковый суп и тартар. Вот. Ну, тартар научились делать, луковый суп тоже, устрицы вроде как тоже народ ест, а улитки, конечно, это, по-моему, до сих пор такая терра инкогнита для россиян. Да. У нас представлены улитки в 3 соусах. Это классика по-бургундски. Преобладание зелени, горчичный соус и сливочно-сырный. То есть вкусы, которые, так сказать, достаточно знакомые с детства. Да, с детства всем. Да. Я могу сказать, что улитки у нас бомба. Едят, это топовое блюдо. То есть больше, то есть россияне пересилили свой ужас перед французами и стали есть. Да, да. Ну, я должен сказать, что этот вкус мне знаком почти что с детства. Вот, но сама улитка по себе просто великолепная. Да? То есть она жирненькая, плотненькая, ароматная, не вонючая, не усушенная, как иногда бывает. Поэтому, конечно, теоретически можно найти улитки и купить их там, и сделать, попробовать дома. Вот. Но на самом деле, конечно, если вы попадаете в место, где есть фермы, где их выращивают, да, и они там ползают по деревьям и так далее, это совершенно другой коленкор. Так, это с сыром, да? Да, это сливочно-сырный. Так, попробую эту. Есть, видите, даже специальные такие штуки. Я когда первый раз начал пользоваться, мне все время хотелось его сжать. Ну, берешь, сжимаешь, оно тебе выпадает из-за этого. Этот соус очень кремовый. И вот с этим, конечно... Класс. Вообще отлично. То есть, в зелени с маслом она такая довольно традиционная, то есть она немножко пряная. Это удивительно, что соус супер нежный, супер деликатный, то есть сыр
у тебя практически нет ощущения, что его очень много, да, то есть он не пересиливает вкус улитки, а при этом только его подчеркивает. Ну и с таким вином, так, а это с горчицей. Да, это горчичные, я бы сказал, такие более русско-традиционные. Сейчас попробуем горчичное. Ну, типичное русское блюдо, улитки с горчицей, да. Это странно, необычно. Мне нравится. Очень хорошо. И вот эта пряность горчицы, а какую, русскую горчицу или дижонскую? Мы делаем сами. Сами горчицу, мешаем несколько сортов. По-моему, не очень острая такая. Да. Не термоядер, не челябинская. Да, мы делаем такую более, опять же, с учетом термообработки, да. Мы добавляем туда несколько видов горчицы, и дижонская есть, и немножко русская есть. Вот, все это протирается, чтобы вот однородная текстура. Я безумно доволен. Мне это очень нравится. Вот, ну, хрен вы это дома сделаете, извините. Да. Да. И даже если вы купите, у вас близко ничего не будет, замороженное имею в виду, потому что здесь, конечно, очень-очень вкусно. Ярослав, супер. Спасибо. Я очень доволен. Значит, сейчас будет такой тревожный для меня сет, потому что Ярослав предложил ризотто с улитками. Конечно же, я сегодня ем только улитки. Но при этом мы будем пить бленд красный, который называется «Колдун». И здесь 4 сорта, по-моему, да? Да, здесь 4 сорта. Это такой прям как коллаборация, я бы сказал, вин в одной бутылке. Поэтому назвали «Колдун», потому что что-то там такое неведомое. Вот. Даже, ну, на мой взгляд, с одного названия только у гостя уже начинает разыгрываться фантазия. Или кружится голова. Да, ну что же там будет, что же там будет. Она очень легко пьется, очень приятный мягкий аромат. И оно не убьет наш ризотто, и ризотто не убьет его. Нет. Но мы его будем сейчас декантировать, я так понимаю. Да, конечно, конечно. Я думаю, что для купажированных таких вин на ассамбляже необходима просто эта процедура. Я так думаю. Ну, сейчас, когда мальчик появится с декантером, мы декантируем и будем ждать, пока оно декантируется. Декантируем? Декантируем. Так, ну давайте. Уже не терпится. Давайте скорее. Хорош. Цвет такой. Колдун. Ну да, танины такие уже чувствуются мощно, да. Есть некоторая спиртуозность. И вино, кстати говоря, 14 градусов, поэтому оно достаточно такое южное, скажем так. Да, этому нужно 15-20 минут постоять. И оно будет... Подышало. Оно подышит, и оно будет совершенно другое. Ризотто с улитками, с козьим сыром, и я так понимаю, что это типа базиликовая какая-то. Очень сложный для меня эксперимент. Я реально переживаю, как это будет. Да, в ризотто у нас натуральное мясо улитки. Вот оно. Да, уже отварное, очищенное полностью. Варится оно на протяжении 4 часов с овощами. Что я могу сказать? Рис сварен прекрасно. То есть он немножко прилипает к зубам. Чуть-чуть. Вот нет этой мудовой каши, которая многие, даже шеф-повара грешат, да, что меня безумно радует. Мне очень нравится, то есть соус сырный, и немножко он напоминает вот этот классический вариант бургундских улиток в зеленом масле. Улитка к месту, а сейчас самое страшное. Да. Ну, совсем не убивает, а прям... Что, опять же, хочу отметить, в этом блюде собраны все локальные продукты. Тем более сейчас тренд идет на, только по миру шагает на уменьшение ингредиентов в блюдах. Да, кстати говоря. Да, ставка на 1 либо 2 вкуса, одно послевкусие, либо соус. То есть нет такого, как раньше, 10 соусов. То есть вы Гордона Рэмзи тоже смотрели? Ну, он же на всех ругается постоянно. У кого больше 5 ингредиентов, он говорит, что это люди, которые не умеют готовить. То есть они просто пытаются замаскировать свою рукожопость тем, что они там тебе и то, и это, и пятое, и десятое. Куча специй, куча каких-то соусов. Мы это, естественно, убираем, оставляем только вот один вкус, второе послевкусие, все. Ну и опять-таки про рестораны, там еще один маленький комплимент шефу. Очень часто ты приходишь в ресторан, и тебе показывают, извините, какую-нибудь тебе дают,
И ты думаешь, а зачем здесь эта пенка, зачем здесь это, зачем здесь то? И они говорят, ну, типа, потому что мы можем. И вот я лично люблю еду, которая понятно, зачем она, да, как у тебя в архитектуре дизайн, он должен быть понятно, зачем здесь угол, зачем здесь окно. Не потому, что мы там здесь долбанем синеньким, а здесь зелененьким, и будет прикольно, да, потому что мы имеем эти краски, да. А вот это блюдо, оно мне очень нравится, потому что оно странное, не привычное, но при этом оно понятно, зачем это сделано. То есть я понимаю, зачем здесь улитка, я понимаю, зачем здесь вот этот зеленый а-ля песто соус, я понимаю, зачем здесь сыр типа пекарина. Ну, ромашку я, может быть, убрал. Но это уже люди иначе покупать, наверное, не будут. Должно быть красиво. Да, нам просто привезли партию живых цветов. Да, живых ромашек, и надо везде их мы сейчас просто, да. Ну, у меня сушефы творческие ребята тоже, поэтому... Супер, очень вкусно. Мне очень нравится. Ну и настало время десерта. К десерту нам дают то, что меня тоже немножко пугает. Это... Можно посмотреть, что там у вас? Пино Гриджо, белое, полусладкое. У меня с белым полусладким ассоциируется... Что там у нас был? Капитдак в детстве или что-то еще такое? Ну, что-то... Поэтому будем немножко бояться. Ну, давайте попробуем. Ну, цвет приятный, очень прозрачный, очень легкий. Запах, я бы не сказал, что приторный. И даже не цветочный, что меня радует, потому что я очень не люблю вот эти вот моду на... Я бы сказал, больше цитруса. Угу. Ну, это очень хорошо. Угу. Что они с ним делают, что оно у них получается приличное. Оно не сладкое. Оно есть немножко сладость, но она не убивающая тебя, да? И я думаю, что это прекрасное, на самом деле, десертное вино. Да, и оно, я прям точно уверен, что оно подойдет к нашему десерту. Десерт у нас тем более очень... С улитками. Да, да. Вы будете смеяться, но десерт здесь тоже с улитками. С улитками, да, десерт. Визуально у меня ощущение, что кирпичик с мороженым раздавил маракую. И кирпичик с мороженым, я так понимаю, с улиткой. Да, здесь использовано натуральное улиточное мясо, экстракт черной бузины, свежий базилик. Основа идет сливочный пломбир. И все это взбито в пакаджете. Ну, что я могу сказать? Текстура просто офигенная. Ты на самом деле не чувствуешь улитки как таковой. Но что мне нравится, она дает какую-то землистость, да, вот да. всей композиции. То есть мороженое же все равно сладкое всегда. И есть эти нотки орехов, нотки вот этих уничтоженных, я не знаю чего там. Вот этих вот. Здесь вафля. Вафля. Сахарная вафелька просто раздавлена. И ты пробуешь мороженое, я ненавижу сладкие десерты. Для меня это просто... Да, я тоже. Я прям ненавижу. А здесь за счет улитки, то есть я не могу сказать, что я ее чувствую, вот, но есть какая-то такая вкус земли, и мне он очень нравится. То есть вот это вот, да, сейчас вообще пошло. Так, ну-ка. Ну, вот это годится очень. Прям прекрасное сочетание. Да, я прям... Очень, очень круто. Слушайте, это вообще просто классно. Кто-то ожидает, что здесь будет улитка ему кричать «привет», он этого не увидит, да, потому что я так понимаю, что улитка здесь, наверное, используется как специя, условно говоря, да, то есть, которая дает какой-то вот нюанс. То есть ты не должен чувствовать ее на языке, да, там, но ты чувствуешь ее где-то уже ближе к горлу, к небу, когда у тебя вот она осаживает даже ту сладость, которая есть, и это просто очень деликатная, хорошая вещь. Мне очень нравится. Мы замораживаем этот десерт на минус 24 градусах в течение суток, саму заготовку. И потом при минус 24 пакаджет пробивает нам эту текстуру. И только так получается вот такой результат. Остановиться невозможно. Короче говоря, вино, еда, есть масса сочетаний, масса способов, как это сочетать. Но за какими-то вещами, за какими-то идеями, да, даже если вы считаете, что вы, как я, неплохо готовите, нужно идти в ресторан.
А если вы пойдете в ресторан, который использует местные продукты и сочетает их с местными винами, и если там еще повар нормальный, ну или хороший Ярослав, то, конечно, вы не только там наедитесь, да, и напьетесь, но вы получите абсолютно другое мировосприятие, да, и когда вы будете готовить дальше дома сами, ну, это вам раскроет глаза на многие вещи. Поэтому пробуйте хорошую еду, пейте хорошее вино. Русское вино бывает офигенное. И рестораны, ребята, есть не только в Москве и в Питере. Бёрчем мир не заканчивается. Здесь не все про улитки, да, поэтому кто собирается вдруг сюда, не бойтесь здесь, даже если, ну, если вы не попробуете, вы идиотами будете, если вы сюда приедете. Вот, но здесь не все про улитки, здесь очень хорошая еда, очень креативная и при этом разумная кухня, без излишнего вот выдрюка и пафоса, да, который тебе не показывает, что а еще мы делаем ракеты, да. А просто который делает правильную линию, которая прекрасно сочетается с этими винами. Дома вы этого не приготовите, даже не придумаете. Приятного аппетита. Ярослав, огромное спасибо. Спасибо вам. Придется еще раз сюда приезжать.